В моем случае слова «убежала от мужа» неправильные. Нужно вот так. Вернулась к себе. Но кто такая я, пришлось разбираться долго. До 6 лет я жила с бабушкой по маме. Она меня любила и баловала. Когда меня забрали родители, любви почти не стало. Зато появились стыд и вина. За то, что для папиной дагестанской родни я дочка нашего парня от русской жены. За то, что меня били, ведь невиновных детей никто не бьет. Когда у отца с мамой все разладилось, мне было стыдно, что моя семья неблагополучная. А значит, и я неблагополучная, неправильная. Мужа я выбрала сама. Хотела переиграть свое детство, исправить все уже в своей собственной семье. Чтобы много детей, чтобы вокруг родственники, которые помогут, уберегут. Родные мужа, казалось, меня даже любили, поддерживали. Поэтому, когда у нас с мужем все стало плохо, мне стыдно было об этом сказать. Но они узнали. Меня отговорили уходить, сказали потерпи и перебеситься, а его сильно поругали. Потом еще раз поругали, еще. А после будто устали. Все же он им был родной сын, а я так, невестка. Кроме них пойти было некому. Это стыдно выносить ссор из избы. Жизнь шла, у нас родились 2 детей, и я ждала 3-го. Куда тут уйдешь? Вот что и правда получалось, так это работа. Я оказалась хорошим коммерсантом. Только порой приходилось надевать темные очки и замазывать лицо, чтобы никто не видел моих синяков. Но я-то знала, что они там. И опять чувствовала себя виноватой. Хороших женщин, правильных женщин не бьют мужья. Все изменилось после очередной ссоры. Тут уже темные очки не помогли бы. 5 дней я сидела дома, а в магазин за продуктами отправляла 6-летнего сына. Тогда и решилась. Взяла детей и ушла. В другой город уехала, на съемную квартиру. И в первый же день, наконец, сказала себе, что ни капли не виновата. Ни в том, как со мной поступали родители, ни в том, что со мной делал муж. Что побледневший, но все еще заметный след от удара на моей скуле не значит, что я неправильная женщина. Он значит, что мой муж неправильный мужчина. И тогда я впервые вышла из дома как есть, не стыдясь своих синяков. Мне больше не нужна была тоналка.